Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 2 ноября, выпуск промежуточный. Хочу сразу напомнить нашим уважаемым подписчикам и гостям канала, что вы в комментариях к этому ролику можете оставлять свои вопросы, на которые я отвечу уже в субботу, 4 ноября. Еще раз повторяю, в комментариях к этому выпуску вы можете оставить свои вопросы, на которые я отвечу уже в субботу, 4 ноября. Можете также подписаться на наш Patreon. Ссылка на Patreon есть в описании к этому ролику. И, соответственно, в Patreon я отвечаю на все вопросы. Сейчас там много вопросов, я уже на этой неделе делать буду второй выпуск. Ответы на вопросы, внеплановый выпуск выходил в понедельник, и еще один выйдет либо сегодня, либо завтра. Так, а теперь мы с вами перейдем к тем темам, которые я собирался с вами сегодня обсудить. Итак, президент России Владимир Путин мертв. Он до сих пор, его тело находится на Валдае, в резиденции, в морозильной камере, в которой раньше хранили продукты питания. Ну, вот такой немного, ну, что ли, интересный, да? Интересное положение дел, интересное развитие событий. Уверен, что Путин не рассчитывал после своей смерти оказаться в морозильной камере, ну, по крайней мере, в такой ситуации, в которой оказался сейчас. Там как-то его пичкали идиотскими фантазиями братья Ковальчуки о том, что якобы мозг можно заморозить, а потом реанимировать каким-то образом, списав программу, ну, вернее, даже не программу, а запрограммировав личность человека, списав эту личность с мозга человека. Чушь полнейшая, глупость неимоверная, но тем не менее. И на оцифровку личности Владимира Путина, которые обещали Ковальчуки, было выделено огромное количество денег, там миллиарды и миллиарды рублей. Это, конечно, за гранью любых разумных мыслей, но тем не менее. Владимир Путин был человек, который надеялся существовать после смерти. Вот он оказался в камере, в морозильной камере, правда, совсем не для того, чтобы когда-нибудь быть оцифрованным и появиться, значит, в виде такой цифрового аватара. Нет, сейчас Владимир Путин находится в морозильной камере, потому что Николай Патрушев и его окружение пока не могут придумать, что делать с телом покойного президента. Мы уже рассказывали о том, что на этой неделе, в канун Хэллоуина, да и на сам Хэллоуин, кремлевские шутили о том, что Владимир Путин очень естественно изображает из себя труп и очень замечательно подготовился к Хэллоуину. Ну, шутка, конечно, замечательная, и можно даже посмеяться, но Николай Патрушев сейчас собрал вокруг себя так называемое Политбюро 2.0, которое пытается... На данный момент они делят должности, делят свои сферы влияния в будущем, как они считают, в будущем руководстве России. Они хотят упрочить все свои позиции. Понятно, да, что если был раньше президент России Владимир Путин, который был мерилом и центром принятия решений, был центром баланса, то как только этот баланс убрали, та власть, которая была у Владимира Путина, решено, что ли, так поделить между многими группами. И вот эти группы, ну, там в сумме где-то порядка 2 десятков человек, вот эти 2 десятка человек пытаются сейчас договориться о сферах влияния, о том балансе, который будет существовать, по их мнению, еще раз подчеркиваю. Это не мои мысли, это я вам передаю те договоренности, которые сейчас пытаются согласовать в окружении Патрушева. Ну вот пытаются создать такую своеобразную систему баланса. На сегодняшний день выглядит это, конечно, несколько комично. Ну, хотя бы потому, что у каждого свои желания, свои запросы, и Николай Патрушев раздает обещания практически всем и во всем. Нет никаких сомнений, что всех договаривающихся на сегодняшний день Николай Патрушев сожжет
и вместе со всем, в чем те будут одеты, что у них будет внутри, это, конечно, шутка, но то, что Николай Патрушев расправится со всеми, здесь нет никаких абсолютно сомнений. На мой взгляд, наивно люди полагают, которые сейчас вступают в взаимоотношения с секретарем Совбеза, наивно полагают, что им удастся как-то удержаться у власти и каким-то образом найти баланс интересов с Патрушевым. У Патрушева есть идея фикс, тотальный контроль, а я думаю, наши уважаемые зрители и слушатели прекрасно понимают, что тотальный контроль несопоставим с партнерскими отношениями. Нельзя устроить тотальный контроль над своими партнерами. Я думаю, что партнеры обидятся. Ну и кто-то, наверное, даже будет крайне раздосадован такой позицией. Сейчас, понятное дело, что есть некоторая эйфория, есть общие договоренности с руководством нескольких стран, которые посвящены в ситуацию, и есть, еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день мнение у около патрушевских, теперь уже не около президентских, да, около патрушевских элит о том, что в принципе, возможна жизнь и после Путина. Это, конечно, глубокая ошибка. Понятно, что на сегодняшний день еще не решено практически ничего, как двигаться дальше, кто будет президентом, ну, хотя бы даже номинально. Будет ли двойник участвовать в дальнейших процессах? Если будет, то в какой роли и каким образом? Как юридически закрепить? Так как практически все, кто сейчас собрался в нынешнем таком своеобразном политбюро, все формалисты. Все хотят, чтобы все было формально по закону. Ну, хотя бы формально. И сейчас думают, выдумывают и пытаются придумать очень много простых решений для очень сложных проблем. На мой взгляд, конечно, простыми решениями сложные проблемы не решаются. Но сейчас есть такая некая эйфория у этих людей и попытки что-нибудь такое эдакое сделать, чтобы все получилось. Ну вот, одно из предложений, которое поступило вчера Николаю Патрушеву, переименовать нынешнего двойника, то есть официально, чтобы тот поменял свою фамилию, имя, отчество на Путин Владимир Владимирович. Ну и таким образом, нехитрым, пытаются сделать президентом Владимира Владимировича Путина. То есть, чтобы двойник соответствовал не только по своей физиономии и телосложению, ну, плюс-минус имеется в виду, конечно же, но и по фамилии, имя, отчеству. Есть определенные перспективы в таком решении. Ну, выглядит они, конечно, больше глупо и забавно, чем возможности действительно избежать каких-то юридических проблем. Тем не менее, такие вещи обсуждаются, и такие вещи выносятся не просто на обсуждение, а вполне возможно даже будут приняты. Есть еще ряд довольно забавных предложений, о которых мы вас известим у нас в телеграм-канале Генерал СВР, а также в наших следующих роликах, в нашем следующем общении, в том числе и в ответах на вопросы, которые вы можете оставлять в комментариях к этому ролику. Я имею в виду вопросы, конечно, свои. Перед тем, как оставить вопрос, пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. Это очень важно для того, чтобы я обращал внимание на то, что комментарий не просто с хорошими добрыми словами, а и с вопросами. Также хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что у нас существует Patreon, в котором я отвечаю на все поставленные вопросы и отвечаю я на этой неделе 2 раза, а вообще обычно 1 раз по четвергам или по пятницам, как выкраиваю время. Также хочу вам сказать, наши уважаемые зрители и слушатели, что в связи с тем, что в последнее время огромное количество ботов набежало в комментарии, то мы публикуем комментарии только проверенные. У нас есть администратор, который проверяет и отсекает огромное количество ботов, действительно ботов, которые занимаются просто полной ерундой, извиняюсь, засирая наши комментарии. Ну вот мы пропускаем и критику, и пропускаем все комментарии, за исключением тех комментариев, которые откровенно оскорбительны, откровенно идиотские,
Эти комментарии мы убираем. Мы эту практику уберем уже в скором времени. Как только увидим, что поток ботов иссяк, мы эту практику уберем. Большое спасибо, что были со мной. Хочу вам напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное, а мы работаем для вас. Все самые свежие и самые интересные новости, естественно, у нас, поэтому подписывайтесь на наш канал, чтобы иметь возможность получать все первыми. Большое спасибо, всего доброго, до свидания.